Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Мы сегодня продолжаем проходить игрушку Beast Inside. Собственно, продолжаем сразу же с 4 главы. Мужик переносится у нас, получается, в другую реальность. Реальность своего деда, по-моему. Она поехали. Будет сейчас кошмарить. Много, долго и упорно. Что он делает в нашем доме? Это из-за него пропал мой отец. Что если в подвале? Так, у нас 52 спички. Надо, блин, свечи позажигать, это по-любому. Картины вот эти жуткие, конечно. Постоянно, блин, держат на стороже. Что такое? Ну. Давай смотрим. Сущий чувак. Раковина. Ясно. Красавец. Так, давай зажгем свечи, какие есть. В смысле он взял и потушил? Какого хера? Спичка-то не резиновая. Хотя отсюда картина пропала. Особнячок меняется, я смотрю, да? Если его назвать можно, конечно, особняком. Давай тогда посмотрим, если все меняется, значит есть резон, короче говоря, новые предметы искать какие-то. Что-то полезное. Вот здесь в прошлый раз спички были. Это я помню. Нет, ни хера. Так, давай тогда посмотрим, что вот это. Да. Пузыри всякие. Блять. Идет. Там по-любому какой-то привиденька. Привиденька какая-то где-то там тусуется. А он ничем не хочет вооружиться конкретно. Взял бы, я не знаю, тут розочку бы сделал на крайняк. Оружия полно в доме, а он только спички подбирает. Странный дядька. Ну давай. По-моему, кроме спичек в одной тумбочке ни хрена, по-моему, больше нет. Все потухло. Вон тут, кстати, больше всяких книжек. Пока особо непонятно, что изменилось так-то. Кроме отсутствующей картины и такого не наблюдаю. Чем мне дотруп? Какие-то предметы одни и те же. Какие-то наоборот. Не, в основном одни и те же. Ладно, я хотя бы успокоился, то что я обошел. Так, подожди. А под книжками же. Смотри. После происшествия на шахте этот кошелек обычно пустовал. Так уж вышло, что после происшествия на шахте гостиница практически перестала пользоваться спросом. Отец отчаивался все сильнее, поскольку мы были на грани банкротства, и нас могли вынудить продать, наверное. Продать, ну а что еще, логично. Полезно. Вижу. Бутылка новая. Тут ни хрена нету. Я так понимаю, мне наверх, там где ходят привиденьки всякие. Дернем. Закрыто. Тут. Ну, шкаф был. Деревня. Теперь аккуратненько поставили на место. Вон там керосинка имеется. Надо керосин взять.
Печку-то не зажечь. Блять. Даже как вообще не в тему. Керосина. Она меня не палит. А вот этот портрет был сжег нахрен. Так, а по заданиям у нас что? Мы потрясен, что не мог даже пошевелиться, хотел закричать во мне. Он делал в спальне отца, значит, мы на второй этаж. И нам мы возьмем. А когда лампа горит, он ее сразу же пополняет. Дверь надо нахрен закрывать. Закрыто. Да, ну картинка. Улыбаться надо вообще. Зажгу. Конечно, понимаю, то, что я трачу лишние спички, и это может быть потом пригодится, но что поделать. Очко-то жим-жим. Ладно, мы пойдем в подвал. Наверняка надо будет в подвал идти. Что за беспорядок? По-моему, такого не было. Вот это вот, по-моему, штуки-то я кидал. Это я помню. Книжки, вот это вот все я швырял. Это я не швырял, я даже взаимодействовать никак не смогу. Да? У нас... По-моему, нет. Портрет не наверху висел. О май. Ладно. You are not alone. Ты не один. Спасибо, блядь. Я уже вижу, что я не один. Давайте свечки зажгем. Давай хотя бы здесь запалим. Допустим. Ладно. Блин, или все обойти. Потом туда ломиться. Мне кажется, постепенно будут открываться вот эти двери, которые зловеще заперты навсегда. Тоже, блин, куча тумбочек. Блин, желательно было смотреть на наличие спичек. Спички быстро уходят. Давай. Берем. Дальше. Берем. Дальше. Спички пригодятся. Это не основной компонент. Дают их, конечно, много, но ты их расходуешь также довольно быстро. Все. Пусто. Пусто. Не очень-то хочется в ту комнату идти. Там где-то. Кровь на мазюка. Так, открывай. Я там слышу половицы все. Ну давай. Открыто. Открыто. Ну давай, раз уж я все тумбочки посмотрел. Аж прям все подергаем. Какой? Погнали в зловещую комнату. Сейчас будет скример по-любому. Ох, голова. Тебе сюда нельзя. Слышал, сопляк? Чтобы ноги твоей здесь не было. Ну не совсем скример. Какой-то флешбэк или хер знает. Что со мной? Мне говорили, что такого больше не повторится. Мне обещали. Выбросы из комнаты. Ага. Это мне это все дело Silent Hill какой-то напоминает. Там тоже были как двери забиты. Да, почитаем. Кто такая Мария? Что вообще произошло? За что она просит компенсацию? Джейкобу Хайду. Старый скряга, жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит. Я не просила огромных денег, только маленькую сумму, но ты не хочешь дать мне ни цента. И это после того, как мой муж расстался с жизнью по твоей вине. Даю слово, это так не оставлю, Мария. Кстати, ничего. Пойдем.
Не знаю, как святая мать его Библия. Так, только закроем. Закроем. Птички горят. И, кстати, скорее всего, потухнут очень быстро. Смысл за окошко дергать? Вообще не вижу. Смотрим. Что такое? Часы. Часы моего отца. Кажется, ему их подарили. Отец всегда был одержим пунктуальностью и порядком. Иногда я не понимал, зачем он вообще решил завести семью, если она вечно задерживала его и мешала. Так. Понятия не имею, что за МЛ. Но этот день, когда я случайно уронил эти часы, я не забуду никогда. Мой отец буквально замер. Я ожидал страшной порки, но он просто собрал все металлические детали трясущимися руками и ушел в спальню, проведя остаток дня в попытках починить их. Часы так и не заработали, но отец все равно сохранил их. Он не раз пытался починить их, но безуспешно. Понятно. Закончим. Сейчас эти часы уже галимый мусор. Давай, тумбочку. Керосинка. Странно, он, по-моему, сейчас керосин не пополнил вообще. Значит, теория неверна. Ручка застряла, и теперь тумбочку не закрыть. Слишком, по-моему, дохрена тут библейских картинок. Прямо чересчур. Библия. Писатели. Охренеть сочетание. Чемодан-то просто. Комнаты свет. Это, скорее всего, с туалет-ванна. В этом роде. Не, я бы на его месте явно какую-нибудь розочку бы взял, если что, там сразу в шею бы пырял. Красинка. Так, ну чего, наверное. Давай осмотрим вот это дело. Ты не один, играет со мной. Так, давай керосинку пополняем. Немножко неудобно, то все это дело сделано, конечно. То есть ты должен взять предмет, посмотреть на него, в инвентаре открыть определенный предмет для этого предмета, скажем так, и потом только им воспользоваться. Заправить тут. Ладно, погнали. По-любому, скримеры будут. Скримеры будут, это гадалки не. Блин, провалиться же сейчас может. Что еще? Ладно. Лезем под пол. Ну, как это было в серии Fatal Frame, сейчас ты ползешь по узкому пространству, на тебе в морду летит какая-нибудь падла в виде привидения со страшной рожей. Как это не ново. А, еще угол обзора, естественно, сократили тебя. Ладно. Готовим очко. Зайдет впереди нас, я так понимаю. Тишина. Сейчас скример будет. Давай, сука. Ну давай ты. Крыса. Либо облом будет насчет скримера, то есть его сначала, ну, если его в тишине выделили, значит он должен быть. Но может быть облом. А вон там тут. Здорово. Здорово, мужик.
Он сам меня боится, наверное. Нехер ползать, где не попадет. Черт возьми, будто сам дом пытается меня убить. Ну да, не исключи. Сам дом решил тебя завалить. Пистолет. Так, давай посмотрим, что можно зажечь. Чтобы посветлее было. Меньше тратить керосина. Так. Почему, блин, нельзя зажечь камин? Камины. Это уже какой камин-то по счету? Второй, третий попал. Прям беда. Тут лампа тоже. Ладно, зажги ты. Что мешает? Зажег? Зажег. Будем подробненько все это дело исследовать. Прям внимательно. Так, ну, в принципе, света-то хватает. Ладно, начнем отсюда. Диван. Тут у нас... Вот даже вот этой хренью можно было обороняться запросто. Опять отмычку требует. Кстати, второй раз уже. Преснулся отсюда с потолка. То есть, получается, у него кабинет на втором этаже. Ой, на первом. Статуэтка. Ну, мне кажется, тут... Ой, тумбочка. Тумбочки. Дальше. Кстати, ну, такой себе лайтовенький скример. Просто мужика издалека прям показали. Потом он начал от нас уползать. Пистолет. На всякий случай, но я бы предпочел никого не убивать. Без патронов эта штука бесполезна. Предмет добавлен в инвентарь. Что у нас? Отмычки. Сколько штук? Или она будет спуститься в подвал? Пора спуститься в подвал и знать, что за двери. А, ну да. Где мы, короче говоря, пихали эти какого? Где мы пихали предохранитель? В обычной реальности, скажем так. В современной реальности. Там туда надо и двигать. Прям он может схватиться за каждый предмет, но это все бесполезно. Я так сделал, тоже, чтобы просто время тратить. Каждую книжонку может подобрать. Каждую тумбочку. Свечек тоже до хрена, но полезно. Куча подсвечников. Более чем. Что мешает ими воспользоваться? Лампочку ставить. Ну, мне кажется, вот это будет какая-то загадка. Солнце, куча каких-то цифр, что ли. Да, цифры. Цифры, солнце, это будет какая-то, скорее всего, какая-нибудь квест-головоломочка. Понял. Нет, смотри-ка. Такие амулеты якобы приносят богатство. Мой отец не был суеверным, но в тяжелые времена в ход шли все средства. Там был ML инициалы, тут JV. JW. А может, он принадлежал коллеге моего отца, Джорджу Уайтхеду. Возможно, он подарил этот амулет отцу, а может, не знаю. А может быть, не может быть. Вот. Бесполезно, кстати, амулет оказался. Я думал, куда-то его можно отдарить. Бери. Так, тут у нас что, бесполезная херня всякая. Опять Библия. Gates of Hell.
Вратава. Чем тут? Странно. Это разрабы попутали, что ли? Интересно, хлопнул. Смотрим стол. Помним, как это происшествие расстроило отца. Смерть Джорджа его вовсе добила. Ну, скорее всего, это белый чувак, который то тут, то там появляется по дому. Это, скорее всего, вот этот Джордж. Напарник его отца, с которым они вели какое-то дело там. Блин. Давай. Пятница, 18 октября 850 года. Происшествие на шахте. Взрыв на шахте Кэролайн, Блэкстон, штат Нью-Хэмпшир, стоил жизни 3 шахтерам. Свидетели утверждают, что земля сотрясалась даже на расстоянии километра от шахты, а грохот доносился сквозь закрытые окна. Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва и можно ли было его избежать. Нашим репортерам удалось связаться не с одним из владельцев шахты. Джош Уайхед не выходил на связь, а Джейкоб Хайт отказался комментировать случившееся. Обо всех новых подробностях наши читатели узнают из первых рук. Ну, такое себе. Прям таки из первых рук. Ладно, берем. Двигать в подвал, это по-любому. Да, смотрю. Вечно студить не мешает. Тоже. Сумочки. Спички. Берем. Вот нахрен мне эти бумажки, вот если я с ними ничего делать не могу. Не почитать ничего. Вот кружечку. Вот я взял, допустим. Куда мне? Я могу только бросить, и то недалеко. Вот так вот. Перед собой. Что за хрень? В принципе, если хорошо запустить кружкой, ну, как в Большом Лебовске, допустим, можно уже и башку пробить. Не пользуется чувак вообще ничем. Вот, отмычка. Переместить отмычку в один из цилиндров с помощью мыши. Чтобы поддеть цилиндр, двигайте мышь вверх-вниз. Когда цилиндр пересечет линию на замке, нужно быстро ее зафиксировать левой кнопкой мыши. Чтобы взломать замок, нужно зафиксировать все цилиндры. Ага. Пока не понял, как это делается. Так. В смысле, а почему-то упало-то? Надо безошибочно, да, это походу делать? Ну ничего, придрочится. Картина «Тайная вечеря». Так, пошире откроем. Конники. Так, давай для начала мы свечки позажигаем. Ну не видно же, ни хрена. Ремешок. Наверное, который папа лупил сыночка. Как следует ему по жопе ездить. Ну, комната закрытая, я не думаю, да, что кто-то должен прям напасть на меня в ней. Так, ну вроде все. Давай мы смотрим, что у нас тут есть полезного. Книжки.
Что мешает камин зажечь, чувак? Ну, так же уютней, что ли? Ремешок. Смотрим. Не сосчитать, сколько раз мне им доставалось. Удивлен, что он до сих пор не развалился. Порой отец порол меня из-за выдуманные поступки. Обвинял в том, что обкрадываю гостей, хожу ночью по коридорам и громко с кем-то разговариваю, пробираю в шахту и так далее. А я ничего такого не делал. То есть папаша уже на тот момент глючил. Он мочил сынулю ремешком. В конце концов, он решил, что я привык к порке, а значит, нужно наказание похуже, и начал запирать меня в темноте на долгие часы, а иногда и дни. Ага. Папаша был суровых нравов, короче. Такое себе воспитание. Да, дергай. Дернул, чтобы ничего не найти. Есть что? Так, есть что-нибудь. Добре. Ебанки, все дергается, а? Кстати, возможно, такая фишка будет, то что подобные открываешь подобные шкафчики, у тебя там крыса на морду прыгает. Это все не ново. Печки, блин. Я бы все позажигал, чтобы как максимально добавить света. Дом в комнату и не в целом. Мгм. Тут что-то прям вот очень большое внимание картинам разрабы уделили. Такое ощущение, то, что там они потом как-то, не знаю, кровоточить будут. Такое. Эту игрушку купила мне мама. Я ее почти не помню. Вот этого солдата на коне я запомнил прекрасно. Кошмар. Потом мамка сама его вырезала. Там под определенным углом смотреть, чтобы текст до конца печатался. Стоит только взглянуть на эту игрушку, я сразу же возвращаюсь в детство. Всего через пару лет началась проклятая война, а я стал слишком взрослым для игр. Да, он, наверное, с этим конником и воевал еще заодно. Дивная игрушка. Да, здесь больше нечего. Ну все, тогда тащим. Тащим кресло. Что дальше? Что-то я теперь строение, блин, не понимаю этого домика. А, теперь все понятно. Это все понятно. Как тут это все устроено. Ну, получается, по кругу я прошел. Вверху бахнулся. Ладно, идем вниз. Сейчас будет скример опять. Игрушка, короче говоря, построена на скримерах в основном. Немножко это было неожиданно. Нет, не может быть. Я не верю, что это все за правду. Зачем мне говорили, что теперь я в безопасности, если все начинается снова? Ты можешь со слезами на глазах кричить об этом. Опять конники, кстати. Нахрен это лошадь. Много лишних предметов, которыми можно отбиваться, но чувак этим явно не пользуется. Будет еще скример, по-любому. Мне так интересно, кто постоянно его так на него нападает? Пати его или кто? Или Патин коллега? Вот возьми ты, блядь, утюг, нахуй. Ёбни ты по башке этой хуйни. Если это, конечно, не привидение. Если привидение, тогда это бесполезняк. Давай-ка, наверное, заправимся. Керосин. Так, на разок.
Так, наконец-то я пришел в себя после приступа страха. Какая-то неведомая сила заперла меня в спальне отца. К счастью, мне удалось пробраться в его кабинет. Он хранил тут много всего. Я наверняка найду какую-нибудь отмычку и отопру дверь в подвал. Когда я спускался вниз, что-то выпрыгнуло на меня из подвала. Или кто-то. Сложно сказать. Меня до сих пор трясет. Оно словно от чего-то бежало и, по сути, столкнуло меня с лестницы. Я раздобыл отмычку, так что мне удалось взломать замок и попасть туда, куда вела кровь. Самое сердце этого кошмара. Мгм. Кстати, не исключено то, что вот это пчела в белом. Не факт, что на самом деле она на тебя не нападает. Возможно. Но оно постоянно, кстати, уползает от тебя, как зловеще, конечно, но факта нападения я особо тут не вижу. Сейчас, возможно, еще один скример будет. А может и не будет. Па-па-ра-па-ра-па-па. Так вот. Кстати, крови больше, чем вот здесь. Так, давай. Прям придрачиваться. Блядь. Ты вот легонько ее мышкой подталкиваешь, надо вовремя защелкнуть эту хрень. Блядь. Может сзади начать? Раз. Поймать. По очереди надо или нет? Хуй его знает. Раз. Как-то вжух и все быстро прошло. Вот или это прошло. А где скримеры? Раз. Два. Лезем туда. И что мне это дает? Отсюда я могу попасть в соседнюю комнату. Надо оторвать доску. Ну, тяни. Такой утырок. Давай тяни. Так, ну сам не пойму. Так. Одну доску победил. А вторую. Ну, по идее, хватит, да, тебе пролезть? Должно хватить. Или нет? Готовьтесь. Готовьтесь. Я не могу никуда посмотреть. Только вот в этом направлении. Кто такой? Какой-то Джек потрошитель. Костюмчик у него как из Bloodborne. Этого не может быть. Да, это может быть. Короче говоря, две фигуры. Ну, вот сейчас мужик, вот этот лысый, это третья. Две фигуры, по сути, в основном всегда мелькают. Чувак в белом, который кримерит, скажем так, нападает на тебя постоянно. Ну, как нападает? Быстро выпрыгивает из каких-нибудь углов и так далее. И второй чувак с мачете, который в цилиндре и медленно-медленно на тебя, как Джейсон Вурхис, идет, короче говоря. Нападать пытается, но... Окей. Дальше. Черт, я здесь не пройду, нужно найти другой путь. Скример будет, да? Херово то, что с скримером никогда не будешь готовым.
Нашел таки. Здрасте. Ну, а где чувак? Он же меня вытащил отсюда. Новая запись в дневнике. Черт, что это было? Могу ли я вообще доверять собственным чувствам? Я видел драку. Очень сильно раненый человек стремился сбежать из подвала, а нападавший в маске и цилиндре отчаянно пытался ему помешать. Это не могло быть галлюцинацией. Я видел кровь, чувствовал металлический запах, видел, как от удара погнулась труба. Какая труба? Ты мне втираешь какую-то дичь. Так, ну керосинка это хорошо. Не забрали керосинку. Вот тут труба. Подожди, он же... Разве он его трубой долбанул? Ну, за ним, по-моему, с мачете шел, не более того. Короче, в свете. Керосинка тут довольно-таки часто дается. В последнее время, я смотрю. Ну, сейчас будет какая-то головоломка. Запчасти, я вот вижу дверь. Так, раз здесь есть шестеренка, значит неподалеку должен быть механизм, куда ее можно вставить. Вообще, точно какая-то шестеренка. Шестеренка, надеюсь, она подойдет. Куда-то там. Красиво. Похоже, жертвой был судья, но зачем похититель принес этот парик в подвал? Он хотел поиздеваться. Напоминает эту мерзость, которую судья надевает на голову. А ведь в наш дом раньше приходил судья. А, ну да, чувак лысый, короче, он и есть судья, видимо. Как же его звали? Нортон? Подождите, это он? Это о его смерти писали в газеты. Другой человек в цилиндре, он запер судью. Может, он здесь делал то же самое с моим отцом? Отправлюсь по их следам. Возможно, узнаю что-нибудь об исчезновении отца и о других пропавших. Угу. Но у меня пока только догадки по сюжету. Когда он упал как глиняный ручкой. Рукоятка может открыть дверь. Да нет. Рукоять может быть и откроет дверь. Понятно. Это все реально. Кровь, железная труба, это не иллюзия. Я не схожу с ума, не в этот раз. Возьми эту фигню. А, нет, я просто могу ее посмотреть. Ну вот тут шестигранная штука. Удар был такой сильный, что она погнулась. Короче, какой-то маньячелло запирает людей. Он смог выбраться. Нужно найти, чем открыть дверь. Стоит осмотреть комнату. Вроде нашел уже. Чувак, который шароебится с мачете, запирал людей, каким-то образом, ну, скорее всего, мстил за какое-то деяние. То, что, возможно, за завод, который шахту закрыли. Вроде. Загадка. Я с другой стороны вышел. То есть мы сейчас пойдем по следам крови. Только заправим на керосинку. Ибо, наверное, долго. Возможно, даже на улицу. Там глаз выколен. У судьи, наверное, серьезное кровотечение. Он будет искать помощь. Да. Насколько я помню, у моего отца был близкий друг судья. Кажется, его звали Нортон. Погодите-ка. Да, та же статья была о нем. О том, как Нортона похитили и убили. Но тогда как объяснить, что я только что видел? Кто был второй человек? Этот Целитер. Мой отец носил очень похожий. Или именно этот? Может, он забрал у моего отца? Я пойду по следу. Надеюсь, что это не закончится моей смертью. Ну, тогда что могу сказать? Не исключено то, что папаша замочил судью.
Замочил своего кореша, чтобы получить бабло. К тому же садистские наклонности у отца проявлялись. Он своего сына мочил, закрывал подолгу в чердаке или на какой-то темной комнате, он сказал. Мочил его ремнем, так что вообще не исключаю то, что батя всему виной. Пойдем наверх. Пример готовить. Кровавые следы, по ним я могу выследить его. Блин, народ как порося, короче, истекал кровью. Ну, на улице скримеров не будет. Слишком большое пространство. Не по канону, скажем так. Пойдем, в принципе, пока видно все. Следы аж светятся. Кровь как будто хищника замочили, только хищника была зеленая, а тут красная. Яркая, бля. Такого быть не может. Бежал он, получается, через мост какой-то, да? Окей. Река течет. Что это такое? Ага, он пойдет в гостиницу. Я думал, ее много лет назад закрыли. Оу, нам до гостиницы аж двигаться. Она далековато. Новая запись в дневнике. Добраться до гостиницы. Убегавший обильно истекает кровью. След ведет к гостинице. Я отправляюсь туда. Дом моей семьи кто-то проклял? Или проблема только в моей неспособности выжечь из своего разума травмы, преследующие меня с самого детства? Может, мой отец вовсе не пропал, а просто не хотел иметь ничего общего с человеком вроде меня? Или что? Непонятно. Просто троеточие. Ну, по дороге придется все собирать, что делать. Может пригодится. Бутылочку. О, ни хрена себе. То есть у нас еще добавляется шутерная составляющая. Погоди. Надо посмотреть, как тут ход вообще идет. А, ну все, тут просто закрыто. О. Что-то дособрал, не зря вернулся. Ладно, пойдем. Я думаю, стрелять тут по стандарту. Ничего такого там с бубном плясать не надо. Все. Он должен был знать. Не подходи, ни шагу дальше. Не вынуждай меня. Но он ничего не сделал. Он позволил ему сотворить все это. Что? Он просто растворился в воздухе? О, блядь, падла. Я его не заметил. Пули ненадолго его задерживают. Наверное, надо оттекать, да, я так понимаю. Tower. Замок. Так, перезарядимся. Патронов, блин, нахрена он все выпустил? Было же 9. Мау. Но автоматически я... Откуда? Блять. Много патронов выпустил. Это бессмысленно, когда он оставит меня в покое. Я потратил слишком до хера патронов. Так, давай-ка почитаем. Он на меня набросился, тот чертов судья Нортон, или что-то походившее на него, потому что я могу сказать точно, что это не человек. Когда я выстрелил в него, он исчез, но боюсь ненадолго, пули явно его не берут. Отлично. Короче, он будет периодически нападать на меня. Возможно, если
Я буду задерживаться на одном и том же месте. Бежать, кстати, он может бежать. Прям чисто по следу крови. Ни хрена не видно. Прям хоррор. Survival. Патронов мало. За тобой кто-то гонится. И ничего не видно. Silent Hill. Мать твою. Мать твою. В принципе, если быстро двигаться, то этот чувак тебе не догоняет. Здорово. Прям ебло. Так. Он снова вернулся. Как же от него избавиться? Ну, я не знаю. Тут либо по замку стрелять. А нет, можно и так. Можно пройти и так. Он бросил меня умирать. Видимо, привидение, да, которое за мной гонится, поклонит эту чушь. Возможно, батя главного героя бросил умирать этого судью. Сейчас автоматически инвентарь собирается. Ну, автоматически собираются всякие эти штучки. Патроны там, все что-либо. Ладно, побежали. Побежали. Куда только хрен. Вот, пойдем сюда. Прямо. Кровь. Прям, ну ничего не видать. Ну непонятно же ничего. Сюда. Вот сюда. Хэкман, по-моему, там написано было. Будет не очень тут заблудиться. Особенно, когда еще патроны кончатся. Я уже заблудился. Короче, сволочи, блин, взяли угол обзора, сократили тебя. Так, вот я куда-то сюда двигался, правильно? Вот следы крови. Бежим прямо. Еще. Попасть был еще этого урода. Что тебе нужно? А он сам, наверное, не знает. Мне кажется, или чуть посветлее стал. Да, вроде чуть виднее. Ну-ка, посмотрим. О, патроны. Я не ошибся, все-таки я их увидел. В прошлый раз, когда бегал. Блять, когда он рядом, короче, плохо видно. Становится. Он будет сзади. Перезарядочка. Он вообще нигде не будет. В ебучку. Оставь меня в покое. Да, действительно, он доебался. Kill site in, по-моему, там так написано. Давай-ка посмотрим, что тут можно поднять. О, да? Закрыто. Ну, я хотя бы не кругами бегаю, это уже хорошо. Предметы собираются автоматически. Ну, со стены он явно на меня не нападет. Главное его ебашить точными выстрелами. Как говорится, один выстрел, один труп. Горе тебе, Хайд, горе твоему роду. Хочется прям все осмотреть. Лишних ходов полно. Так, это я, получается, вернулся. И хрен не видать. Кажется, это была керосинка. Не вниз или что?
Давай вниз. Ага, ну, нашел ход. Бля, не попал. Чуть-чуть. Да, когда ты уже умрешь. Действительно, это хороший вопрос. Ну, привидение... Кто в привидение патронами стреляет? Их надо как-то по-другому изгонять. В этом-то и прикол. Опять он. Чё так часто? Там каждую минуту появляется. Не знаю. Куда бежать? Хер его знает. Но, кажется, я туда пришел. Я ж долбанул по тебе. Чё за хуй? Стрелял уже в рожу. У меня где-то здесь неподалеку гостиница. Стоит ее осмотреть. Спасибо, Кэп. Я уже догадался, то, что в гостиницу топа. Туман вроде рассеялся, если я не ошибаюсь. Сколько патронов дают? Чувствую, на меня часто нападать будут. 53 патрона. Оу. И все прям жадно смотрят, как я буду заходить туда. Убить Нортона. Кто должен ответить за все эти пытки? Это босс. Зашибись. Ну давай. Атаки я еще, конечно, его не знал, но кто бы мог подумать, то, что он тебя сваншотит. Просто потому, что ты слишком близко к нему стоял. Будем изучать, как мочить этого судью Нортона. Не думал, что тут вообще, в принципе, в игре какие-то боссы есть. Окей. Заново, да, все собирать? Да, все заново. Контрольная точка была тут. Ну, в принципе, удобно то, что тебе в инвентарь все автоматически валится. Так, вот он выходит. Он выходит отсюда. И у него по кругу идет вроде атака, если я не ошибаюсь. Ну нет, почти. Надеюсь, он меня топором не сваншотит. Чувак, блин, надо было его как-то добивать, наверное. Спокойненько. Но уже лучше, уже на колено ему посадили. Загрузи последний. Не знаю, надо что-то на него нападать как-то, когда он на колено встает. Либо его просто потихонечку вот так добивать надо. Не знаю. Пока одни вопросы. Побежали. Чик-чик. Давай быстрее. Тихо. Давай. Ни хрена. Я не знал, что он атакует топором. Предупреждать надо. Что ты, чувак, швыряешься еще топорами. Перезарядочка. Так, вот это опасно.
Это опасная атака, я уже понял. Дараса какой-то. Вот мне как его мочить надо? Тихо, тихо, тихо. Убил. Я понял, понял. Давай уже. Быстрее. Долго добивает. Ага. Ну, в принципе, у меня кроме этого, кроме патронов, пистолета, точнее, никакого оружия-то нету, так что его, по сути, атаковать нечего. Главное вовремя, короче говоря, перезаряжаться и мочить ему в башку. Ну, у него теперь новая атака, зашибись, появилась. Ну что, он прямой в тебя топор швыряет. Я-то думаю, что тут слишком до хрена патронов дают. На всю игру, что ли, вперед? Вроде тогда он на сервак survival не будет похоже. Так, эта штука ваншотит. Пошел в жопу. Раз. Два. 3. 4. Тихо, тихо, тихо. Ну чё ты атакуешь-то так? Блять. Погнал. Падла. Шустрый. Шустрый ему дело. Долгие загрузки. Игра-то, по сути, симулятор ходьбы. Перезаряжаться? Ну да, у меня 6 патронов это максимум. Кто должен ответить за все эти пытки? Что-то мне дается главный герой, он виноват во всем, во всех бедах. Бля, ни хрена меня долбануло все равно. Ты смотри, какая падла, а. Во-во-во-во, как мотыляет-то, а? Мотыляет-то как. Перезарядка. Блядь, чуть не долбанула. Тихо, 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 тихо. А жизни у меня уже ни хрена, да, не осталось? Че ништяк? Угол обзора мне еще. Ты заряжаться собираешься, нет? Где он? Где этот мудила-то? Ага, я вижу. Тихо, тихо, тихо. Перезаряжаемся. И вот сюда куда-нибудь. Короче, торопиться не стоит. Просто потихонечку эту падлу отстреливать. Че это с ним? Тихо, тихо, тихо. Блять. Какие-то огонечки летят. Я ебу, как от них уклоняться. Давай уж. Странный босс вообще. Ничего на него надо было наоборот лететь, бежать. Я вообще я так понимаю, то, что это вторая фаза. Она странно наступила. Уже 15. А, нет, все верно. 20. О, меня на патроны наказывают за проигрыш. Ой, рот.
Так, он шпыляет топор. Раз, два, три, 4, 5. Кричит, перезаряжаемся. Я человек простой, вижу то, что босс кричит, я перезаряжаю. Тихо. В башку. Я вот не знаю, стоит ли у него стрелять или нет. Тихо, тихо, тихо. О, мотыляет-то как. Ах, вот эта штука, блин, опасная, конечно. Так, давай, перезаряжаемся. Ну. Бля, как прицел мотыляет. Вторая фаза. А жизни ни хрена нет. О, все горит. Все горит, ничего не вижу. Ах. Еще на эту атаку. И на топор попался, но прям все собрал. Каждую подачу. Этот урод. Блять. Догнал. Он уже побольше горит. Значит, я все-таки его правильно мочу. Просто главное не попадать на каждую его атаку. По собранию себя вести. Ух. По соплям надоел. Судейским мне. Так, отошел. Топор. Пошел в жопу. Ай, блядь, не попал. Ну-ка. Кто в меня попал? Так. Мое оружие вообще нисколько его не замедляет. Прям ни на грамм. Я. Угу, все вижу. Так, а он случайно, да, где-то появляется? Хуй ты меня догонишь, урод. Вторая фаза. Да. Я непременно. В смысле две? Почему ты 2 патрона только зарядил? Меня попал, да? Тихо. Давай-ка сюда поближе. Оп. Достает, да? Ты смотри, блин, прыгучий какой. Заряжаемся. Так, судья, ты сдохнешь, нет? Так, 3-я фаза. А нет, все, я его замочил. Вот так и погиб судья. Та-дам. Все, новая цель — войти в гостиницу. Ладно, ребят, будем на этом серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.